Всем добрый день. Мы выбрались на рыбалку на Волгу. Вот. Уже разместились, закинули донки. Странно, что ничего не клюет. Правда, мы приехали 20 минут назад, но это не важно. Вот. Сегодня у нас, по-моему, 2 июля, вроде бы, но это не точно. Погода, не радует, но будем надеяться, что к вечеру ветер уйдет и будет комфортно ловить. Вот. Скоро будем ставить фидер, замешивать прикормку, ну и уже приступим к ловле. Пока что у нас вот только 3 донки. Но пока что ни одного сигнала не было. Кто-то еще не разложился. Но, естественно, Слава первым делом пошел закидывать донки. Сейчас мы вам покажем, как надо правильно замешивать прикормку. Вообще не знаю, правильно это или нет, но, по крайней мере, у нас это работает. Ты бы еще, шашлык пожарил бы, покрошил бы. Понимали бы, что. В общем, вот в этой кастрюле пшенка. Замешиваем прикормочку. Состав: каша вкусная, пшенная. Сейчас будет прикол, если кто-нибудь клюнет. Каша вкусная, пшенная. Мы сразу на двоих замешиваем просто, чтобы потом не париться. Что, оставим на всякий случай, да? На 3-й раз, если что. Так. Каша вкусная, пшенная. Так. Погнали. Есть такой момент. Так, перловочка. Он разорвал. Прям так с него сыпь. Перловочка. Перловка добавляется в кашу. Перловочка. Перловочка вкусная, вареная. Перловочка вкусная, вареная. Следующий идет геркулес. Геркулес обыкновенный. Это пока сюда. Да. Геркулес обыкновенный. Обычно в наших условиях такая прикормка всегда работает. Так, геркулес обыкновенный. Мешай, Андрюх. Без вот такого добавления наши местные лещи клевать отказываются. Так, вот так как каша сыроватенькая, сейчас мы их разбавим покупной прикормочкой. Так. База бисквит. Нам нужен режек, похоже. Дисклеймер. Без ножа на рыбалку не ездите. Что ж такое? Вроде как зип, а вроде как и не зип. На. Короче, рубай. Натяни. Чуть-чуть. Да у меня это скользкие. Добавляется вкусная прикормка. Так. 2
все. Хватит, мешай. Все это дело перемешивается. Печенюшками пахнет-то. Ой, вкуснятина. Сам бы ел. Разрешаю снять пробу. Вот это вот, кстати, базу мы брали в Волгоград. Бисквит база называется. Обалденно. Ну, правда, мы там еще комбикорм добавляли, которого у нас нет в качестве крупной фракции. Ну, здесь перловочка будет вместо комбикорма. Ну вот, уже и сухенькая, да? Ништяк. Ну и надо затемнить ее. Слегка добавить черненькой. Добавляем активированного угля. Черненькой для цвету. Тоже сладкой. Слипнется у него что-нибудь, по-моему. Ладно, мы приехали почти на сутки. Поэтому... А, да, кстати, вот это ведерко, вот это все, это на сутки. Там еще осталась каша, база, еще одна На база. сутки. Я думаю, еще придется месить. У нас всего помаленечку останется. Если что, на дополнительный замес. Ну, если мы завтра не накоптим никого, да? Славка будет доедать. Да? Отлично получается. И как раз ароматизатор добавить. А вот самую фишку мы вам не покажем, которая добавляется в самом конце. Секретный ингредиент. Да, секретный ингредиент. Ну, в принципе, она будет рабочей и без секретного, но секретный ингредиент хлебом пахнет, хлебопеченьем каким-то, да? Такой приятный пашок. Может, конечно, надо было два разных сделать варианта. Вот. Так, ну что, последний штрих. Баночка кукурузы оставим на насадку. Да, наверное. Тут уже и так, по-моему, всего хватает. Это еще комбикорма нет. Сейчас тут еще комбикорм был бы. У нас на тонке так и не клюет. Ну и кукурузки. Хорош. Кукурузки. Вот. Это насадку. Вдруг кто-то. Сазан придет. Да, вдруг сазан придет. 40 граммов. Доплывет. Ну как бы вот и все. Прикормочка готова. Пусть она настоится чутка. Потом добавим секретный ингредиент.
И можно будет ловить. Такая рассыпчатая получилась. Даже смотри, она еще даже почти не лепится. Че, все? Пошел? Все. Так, Давай ты с секретным ингредиентом, а я пока без. пока без? Ну, давай так. Навредит. Давай попробуем так. Вот и вот наш тьюториал. Так, весь мусор обязательно потом все с собой. В общем, мы уже, наверное, покажем, если что-то будет клевать. Мы надеемся, что что-то будет. Вот. Поэтому, я думаю, включимся мы уже либо вечером, либо уже утром, когда у нас обычно начинает клевать. Ну, не прощаемся. Ну вот, мы снова включились. Папа уже закинул фидер. Я успел поймать одного подлещика. Он уже на сутке. Вот. Прошел чуть-чуть дождик совсем. Закинулись. Ждем лящей. А нет, одного поймали, можно показать, кстати. Кого поймали уже. Тут в суматохе. Ну да, пока что не ясно. Как бы клюет обычно утром. Можно зайти, вон там. Ну, Врятников. я смогу вот так показать. Видно? Да. Андрюх, а можешь в сапогах зайти, расправить? Вот такой вот Садочек. подлещик. Да не знаю, сколько у него грамм. Грамм 700, наверное, такой. Ну, в общем, да, одного уже поймали. У нас есть знаток русской рыбалки. Андрюха сказал грамм 700. У тебя весы-то есть? Нету. Достать его? Да нет, просто расправь как-нибудь В общем, получится. будем продолжать ловить, наверное. Уже рыбалка начнется, я думаю, утром. Вот такой Такой вот. уже желтый. Но когда желтый, он уже ближе к КГ. Кровит он весь. Кровит, да? Да. В общем, будем отключаться. Надо все-таки рыбу ловить, как бы. Ну, мы сюда не говорить приехали, по идее. Хотя, ну, в общем, включимся еще раз. В общем, уже 9 с чем-то. Вот. У нас до сих пор так и ничего не клюнуло. Ну, в принципе. 3 поклевки-то было. Ну, в плане ничего не вытащили. Ну да. Вот. Но, по крайней мере, нас вот развлекают вот такие вот кораблики. Теплоходы. Да. Которые люди там нам машут, а мы их игнорим. Ничего себе, скорость нормальная. Такой вот. В общем, будем продолжать ловить, смотреть вот такие катера. Космонавт Гагарин. В общем, да, вот такие вот кораблики. Космонавт Гагарин. Да, получается, что мы не докидываем до самой главной глубины, и поэтому, возможно, нас не клюет. Ладно, будем дальше ловить. В принципе, делать нечего особо, поэтому... Да, короче, я опять высрал весь кадр. Доброе утро всем. У нас тут такие вот гости приплыли. Ничего не боятся. Прямо около берега. Я могу показать судок. К садку такие подплыли, понюхали лещей. Леску позадевали. Леску задели. Вот. Нет, все-таки Андрюхин садок им больше нравится. Ничего не боятся. Ну а у нас утро началось не очень. Начало было совсем без поклевок.
Потом потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну, мы не снимали, такая погода некрасивая была. Да, ну потихоньку браконьер в итоге свою миссию выполнил. В принципе, ну, конечно, не выполнил, но, ну, по крайней мере, вот, как бы, жареха-то уже точно есть. Там десяток уже, наверное. Ну, я думаю, чуть-чуть поменьше. Вот. Вот у Андрюхи что? Тоже там такие присутствуют. Вполне себе. Короче, у всех все клюет, кроме пап. Да, а одного у меня вообще ни одной поклевки на фидер вообще непонятно. Кидаю все, ну, с самого вечера в одну точку. Думал, ну вечером не клюнет. Ну, с утра, может, подойдет. Ничего. Слово совсем. А на домке клюет. Ну, правда, домки поближе. И мельче там, где домки стоят. Вроде бы на фидере поглубже и должно хоть что-то там быть. Ничего. Пока. Ну, ждем. А вдруг? А, был сход один очень хороший. Очень хорошего. Леща, похоже. У нас соседи приехали. Андрюхиных лещей вылавливать. На той стороне. Сейчас камера будет под рукой, может быть, поклевочку я снимем. Если они еще будут. Что-то очередное у нас затишье какое-то. Ждем. В общем, уже вот у нас хорошая погода. Ну и вот как бы параллельно клюют вот такие вот лещики. Да. Ну, очень хороший лещик. Да. Как бы с две ноги. Так вот лучше. Ну да, с две ноги, наверное, будет, если его распрямить. В общем, вот так вот. Огонь! На сало клюет, да. Огонь! Ой, Вытащил, как вы подумаете, кто? это не я. Даже можно ничего не говорить. В общем, если такие будут клевать, было бы неплохо, конечно. Но я думаю, что на этом месте это редкость. Там у папы до сих пор происходит борьба с ним. Вот, сейчас мы покажем его все красе. Ой, да, блин. Я его не могу поднять. Такой вот. Вот такой вот лещик. Да. Огонь. Тарелка, да. А, сейчас он меня Леща пропишет. леща пропишет. В общем, будем продолжать ловить, раз начало клевать. Всем доброго дня. Сейчас 11 часов уже. Вот. Кто-то уже вот потихонечку собирается. Вот. Но у нас работает одна донка. Остальные вот там вот две донки, фидер стоит, который просто всю ночь там ловил, мягко говоря. Точнее, не ловил, но пытался. Там 3 донки. Еще фидер Где-то собирается. близко к норме мы, наверное, все-таки умудрились. Несмотря на то, что клев был чуть хуже, чем обычно, но мы успели поймать приличное количество рыбы. Да. Ну, я думаю, можно даже просто эту донку оставить и вот там крайнюю. Вот там. И просто спокойно собираться. Да, надо пойти самую ненужную вещь убрать. Да, сейчас мы покажем. Вот, в общем, такая история. Папа, значит,
скормил пол вот этого ведра. То есть вот сейчас где-то, ну прям на донышке. Вот. Ага. Да. Ну вот. Значит, значит, прикармливал всю ночь, вчерашний вечер, сегодняшнее утро. Скормил дофига прикормки. Но в итоге поймал одного подлещичка грамм на 250-300. Что могу сказать? Могу сказать спасибо за прикормку, за вкусную такую, что привлекает так много рыбы на мою донку. Одну. Спасибо за порезанное сало. Да. Ну и то, что червяков купил. Вот. В общем, будем собираться потихонечку. Донку оставим. Как обычно, мы не показали никаких поклевок, потому что нам было лень, потому что мы не успевали, бла-бла-бла. Вот. Ну и уже будем отъезжать. Наверное, перед выездом мы еще покажем что-нибудь. Ну и все. Я же говорил, что на донке лучше. Ну вот. Как-то вот так вот. У нас рыбалка прошла. Ну как-то. Ну вот как-то так. У меня 40-й размер, если что, да. Вот. Поэтому как бы почти наказ взрослого человека. Вот. Ну что могу сказать? Половина из этого мы вытащили на одну донку. Еще где-нибудь, наверное, четверть в другом садке, но там уже он уже упакован. Вот. В общем, что, результатом довольны. Хоть клевало вроде казалось и не так часто, но в итоге получилась неплохая рыбалка. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В принципе, 14 штук всего. 15, пап. 15? Вон там еще один. Ну по весу что-то как-то... Получилось где-то 15 штук. Вот. Он самый большой. У нас попался вот этот. Он за килограмм, явно. Ну этот-то прям, ну... Прям, да. Прям лещ. Прям за килограмм. Но мы не знаем точный вес. В общем, все, уже собрались. Все вещи собраны. Стой берег. Давай мы себе в любом случае... Вот. Сейчас будем делить рыбу. Троих отложим, а остальные... В общем, будем заканчивать это видео. Пап, ничего не хочешь сказать подписчикам? Вау! 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 Вообще 5 баллов! Приезжайте с нами! А как же всякие, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не, ездите с нами на рыбалку лучше. Репосты, там, комментарии, продвигайте наш канал, да. Он просто скромничает, вы его не слушайте. Лучше просто с нами на рыбалку. Но как вариант, да. Звоните по телефону. Все, будем собираться. Так, давай, Слав, запаковываться. Хорошо, все, выключаем Все, камеру. всем удачи, всем пока, до новых. Смотрим, как наши проходят. Давай. Вчера, конечно, было интереснее. Вчера тут все размыло нафиг. Нас тут сносило. Давай. О, хорош. Первый прошел. Молодец. Так. Где там следующий? Ой, а там еще. Все, первый прошел. Теперь у нас едет. Опа. Сейчас будем снимать, походу, как будем вытаскивать одного. Я слышу, как там буксует машина. Едет папа.
Давай, пап, на уверенности. По идее, наша машина должна спокойно тут проходить, если папа никуда не снесет. Так, снесло. Воу! Вот это жестко. Так, только меня не снесите, пожалуйста. Идем. Нет. Все, первый экипаж прошел. Идем за вторым. Смотреть триумф над лужей. Вот это, конечно, сейчас будет интересно. Потому что там дальше такой момент, где может нести в лужу сильно. И капец. Не, все, папа проехал. Да, вот такие тут дорожки экстремальные. На легковушке сюда особо не поедешь, особенно если дожди. В принципе, по сухому можно проехать, в теории, но это не точно. Ладно, мы будем прощаться. Спасибо за то, что посмотрели. Всем до свидания.